Всем привет! Вы на канале Каждому свое, и с вами я, Лена. Пока ребята строят новую землянку, я решила не сидеть дома и тоже отправиться в поход. Сейчас хочу найти место для нового лагеря и покажу его вам. Кажется, я нашла место. Здесь много сухих веток для разведения костра. Есть много валежника, из них я обустроила лагерь. А также вот эта ветка, даже дерево, мне понравилось. На него можно накинуть тент и сделать защиту от ветра и дождя. В первую очередь, это, конечно же, спальник. Его температура комфорта рассчитана на плюс 5 градусов. Следующий по списку у меня носочки теплые фирмы Nature Hike. Они наполнены гусиным пером, что делает их очень теплыми и комфортными. А еще от этой же фирмы я взяла с собой гамак. Я думаю, сегодня мы его можем с вами вместе повесить и покачаться. Ну а для того, чтобы легко и быстро заготовить дрова и обустроить лагерь, я взяла с собой топор и пилу, электропилу фирмы Redwerk. Ну и еще пенка, еда, термос с чаем, теплые вещи, газ, свет и тент, который я планирую здесь повесить и растянуть. На этом дереве я заметила небольшие сучки. На них я зацеплю тент и растяну его в ту сторону. Вот такие два колышка у меня получились. Сейчас ими закреплю тент. Крыша над головой у меня уже готова. А сейчас я хочу поискать небольшие бревна, чтобы сделать внутри лежак. Вот нашла такую вот березу уже сгнившую. Береста отлично подойдет для разжигания костра, а сама береза пойдет для основания к лежаку. Одна часть основания уже готова. Сейчас найду похожее бревно, сделаю такого же размера, и это будет у нас основание для лежака, на которое можно положить более мелкие бревна. Благо лагерь совсем рядышком, а бревно наполовину гнилое. Сейчас я его обвяжу стропами и попробую дотащить до лагеря.
хотела использовать под доставание ту же самую березу, но она уже совсем там гнилая, там уже ничего нельзя использовать. Поэтому нашла вот такое вот бревно. Попробуем его пилить, посмотреть, что там оно внутри. Ну вот такое вот бревно я отпилила для второй основы. Счищать его не буду, оно подходит. Сейчас стропами его обвяжу и вон туда вот в лагерь. Вот там вот где-то лагерь у меня. Потащу. Ну вот, основание для лежака уже готово. Сейчас я попью чай и пойду поищу жерди какие-нибудь, напилю и наложу на основание. И тут мне повезло. Вот у нас лагерь, а вот у нас жерди. Далеко идти никуда не надо. Сейчас здесь напилю и соберу себе лежак. На среднюю длину жерди я где-то делаю около 2 метров. Ну все, лежак готов. Осталось его только немножко зафиксировать. Подготовила вот такие вот колья. Сейчас прибью с этой стороны и сзади. Ну что, вот такая конструкция у меня получилась. Ой, мой лагерь готов. Теперь осталось заготовить дров, чтобы этим не заниматься по темноте. Ну что, пойдемте? А еще я вспомнила, что мне нужен столик, на котором я буду готовить и на котором буду ужинать. И вот я набрела на такую большую сосну и отпилю себе сейчас столик. Ну вот такой вот столик получился. Сейчас я немножечко разровняю здесь, чтобы он стоял более уверенно. И все, и столик у нас готов. Ну что, мой лагерь готов. Столик я установила, бревна запасла.
А сейчас будем устанавливать гамак. В инструкции написано, что буквально достаточно обернуть стропы вокруг дерева. Для меня это на самом деле шок, потому что я считала, что гамаки это что-то сложное, их нужно растягивать, что там как-то заморочено все. Давайте попробуем. Стропы я уже обернула вокруг дерева, остается только их посадить на карабин. Одна сторона готова. Немножко натягиваем. И вторые стропы вставляем. Я немножко ту сторону выше сделала. Там у меня будет голова, здесь будут ноги, чтобы удобнее было качаться. И вдруг я здесь захочу уснуть. Все, гамак повешен. Давайте попробуем в него залезть. Ничего себе. Здорово. И вот так вот все, можно накрыться. Все, я спать. Я вот что-то подумала, что если мне будет неудобно на лежаке, или, может быть, ветер будет сильный, то я могу лечь спать с гамак. А вы, дорогие друзья, когда-нибудь спали в гамаке? Был у вас такой опыт? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях о ночевках в гамаках, какие есть плюсы и минусы в этом. Ну вот уже начинает темнеть, и можно уже повесить фонарик. Чуть попозже я его включу, как стемнеет еще больше. А сегодня с собой я взяла необычную печку. Эта печка называется печка-щепочница. В нее достаточно бросать маленькие веточки и шишки. Потихонечку у меня, конечно, запас дров уже заканчивается. Я сейчас пойду соберу еще. Вот. А вечером мы будем с вами готовить ужин на ней. Фрунчозу с овощами и креветками. Мне очень радует то, что не надо разводить каких-то больших костров, а достаточно на такой маленькой печечке все приготовить. Сейчас я поставлю чайничек, и мы попьем чайку. Сегодня ночью обещают температуру не выше +8, поэтому я решила заготовить место для костра, чтобы мне было тепло и уютно. Но так как у меня нет лопаты, я буду делать это топором. Вот такое место под костровище я заготовила. Это обезопасит лес от пожара. Костровище я заготовила, но как бы для него еще недостаточно темно. Я хочу как бы больше это ночью разжечь. А сейчас я хочу на щепочнице приготовить овощи для франчозы. Франчозу я попозже качу кипятком и подержу где-то в горячей воде минут 5. Ей это достаточно, чтобы стать мягкой и эластичной. Вот. А в конце брошу овощи, франчозу и креветки. И будет готово. Засыпаем овощи. Пока греется вода в чайнике для франчозы,
Я сейчас повешу вот эту нить и хочу на нее вывесить бекон. Он уже сырокопченый, как бы готов, его можно сейчас есть, но мне хочется, чтобы он за ночь подсох, и его можно будет просто добавить сухим в яичницу. Вот такая гирлянда у меня получилась. Посмотрим, что будет завтра утром. Франчоза у нас готова. Я слила в воду. Вот что получилось. Сейчас добавляем сюда овощи, креветочки и специальный соус. И покажу, что получится. Ну вот, что у меня получилось. Ну что, давайте попробуем, что у меня получилось. Именно такой вкус я и добивалась. Очень вкусно. Жалко, нельзя передать вкусовые ощущения через камеру. Всем приятного. Ну и перед сном зажгу костер. Кстати, обычно с собой в походы я беру охотничьи спички, потому что они не тухнут при сильном ветре и, как заверяет производитель, даже горят в воде. В магазине увидел вот такие зефирки. Они как бы и для кофе, и для десертов, а также барбекю. Их можно пожарить. Они становятся такими теплыми и вкусными. Вот, так что сегодня у меня на десерт зефирки. Всем приятного. Вот жарю зефирки, и мне стало интересно, а как вы, дорогие девушки, относитесь к подобному отдыху или туризму? Вообще, как вам, какой отдых вам больше нравится, комфортный или вот такой дикий? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, мне будет интересно прочитать и ответить вам. Ну что, уже поздно. Мой дежурный костер пускай догорает, а я буду ложиться спать. Всем спокойной ночи. Увидимся завтра.
Всем доброе утро, спалось отлично. Я не замерзла, было под двумя спальниками прям тепло. Вот, сейчас буду вставать, умываться, ставить чайник, готовить завтрак. Всем доброе утро. На завтрак у меня будет яичница с беконом. Вот, бекон вчера я повесила, как вы помните, и хотела, чтобы он немножко подсох. Ну, он недостаточно сильно подсох. Там, видимо, нужен какой-то огонь ему еще, чтобы он, наверное, подсушил его. Поэтому мы его сейчас поджарим на сковородочке и яичко сюда добавим. Готовлю я сегодня опять на печке кепочницы. Она себя очень хорошо показала вчера. Поэтому сейчас быстренько готовим завтрак. У нас тут зелень. Ну что, сейчас позавтракаю и буду потихонечку собираться домой. Разберу лагерь, засыплю костровище, чтобы не оставлять за собой никаких следов. Ну все, вещи я собрала, разобрала лагерь, костровище засыпала и собираюсь сейчас домой. Всем спасибо за просмотр и пока. А дальше по списку теплые носочки. Следующий по списку у меня... Ням-ням-ням. Коли забиваю ландыши. Еще раз.